Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся на Сейшелах и сегодня отправляемся на морскую прогулку к острову Святой Анны. Новый отрывок, который называется «Зебра рыбки». По крайней мере, так называют здесь на Сейшелах. У нас первая остановка на снорклинг. Мы сейчас будем плавать в национальном парке, состоящем из 6 островов, где самый главный и защищающий другие острова – это остров Святой Анны. Я готова к просмотру рыбок. Сейчас у нас небольшая остановка. Мы высадились на такой шикарный пляж острова Раунд. Здесь недалеко находится также Лонг-Айленд, Сёрф-Айленд. Ну, вот как раз небольшая группа островов, вокруг которой мы и путешествуем, вокруг которой мы катаемся на нашем катере и снорклим, смотрим рыбок, наслаждаемся прогулкой. Как нам сообщил наш гид, мы можем здесь проводить время на пляже, но не можем проходить вглубь острова, тем более подниматься наверх. Там расположены какие-то частные отели, поэтому нам сейчас доступен лишь пляж здесь. Проведем мы здесь примерно час. Дальше отправимся уже на барбекю, на другой остров, на соседний. Ну а пока наслаждаемся такой красотой, великолепная погода сегодня, солнечно. Национальный парк, я не знаю, как вас рисовать, просто волшебная природа, такая красота, камни, маленькие островки, прозрачнейшая вода. Фотографировались 15 минут на острове, пока было солнышко. В итоге сделали классные фотографии, а вот видео снять солнечные не успели. Быстро солнце зашло за облачка. Благо дождя сейчас нет, все равно виды очень красивые. Мы сейчас находимся на острове Раунд, как Кирилл уже ранее говорил. Небольшой островок, вокруг него вот такие вот камушки огромные, глыбы. Также этот остров омывает Индийский океан, совершенно не глубоко. Ну, то есть поплавать здесь, конечно же, полноценно не удастся, потому что здесь такая песчаная коса, по ней можно походить, морских ежей здесь нет. С нашего острова открывается вид на Лонг-Айленд. Раньше он служил тюрьмой. И еще рядом остров, который называется Сёрф. Здесь нам будут готовить барбекю. На этот остров приезжают также еще и местные на своих лодках. Готовят здесь барбекю. Особенно это часто можно увидеть в воскресенье. А сегодня как раз воскресенье. Кстати, по поводу морских ежей. Там, где вы видите темные места, там они все-таки обитают. А там, где, видите, такая солнышком сейчас подсвечивается бирюзовая полоса, чистая, прозрачная, там можно ходить. Если вы отправляетесь на эту экскурсию, не забывайте брать с собой солнцезащитный крем и активно им пользоваться. Смотрите теперь, как эти острова выглядят при солнечном свете. Сейчас мы с вами пройдемся по этой косе и посмотрим их поближе. Песочек мелкий, мелкий.
белый. Конечно, чудо видеть такую красоту, и я просто не представляю, как можно к ней привыкнуть и как можно с ней расстаться. Поэтому наши дни такие активные, хотя на Сейшелах мы здесь на 16 дней. Обычно мы ездим на месяц, на 2 месяца. Здесь у нас совсем короткая программа, поэтому за целый день мы стараемся успеть посмотреть очень много. Надеюсь, вы это заметили. И если вы это цените, то обязательно ставьте нам лайки, поддержите наш канал. Это очень важно для дальнейшего продвижения. Ну и, конечно, если у вас есть какие-либо вопросы про Сейшелы, куда отправиться, какие супермаркеты, в общем, все что угодно, заходите в наши социальные сети, пишите нам на все вопросы, мы оперативно отвечаем. Сейчас я прохожу мимо острова Лонг-Айленд. Странно, что он так называется, потому что, например, Сёрф-Айленд гораздо больше, и он такой более вытянутый, чем Лонг-Айленд. Непонятно. Кстати, эти же острова мы с вами видели несколько выпусков назад, когда поднимались на тропу Каполе трейлер. Так вот, там мы и на дроне полетали, показали вам эти островочки. Ну и когда их увидели, сразу же задумались приобрести эту экскурсию, сюда отправиться, потому что там нам сказали, что это возможно сделать. Мы взяли у агентства Жидор. Как обычно, оставим все контакты в описании. Стоимость данной экскурсии 77 евро с человека. Здесь входит и трансфер, и лодочка, и барбекю. Поэтому весь день вы наслаждаетесь такой морской прогулкой. Почти дошла до Лонг-Айленд, пустой дикий остров, покрытый весь зеленью. Остров Святой Анны был построен для защиты всех этих маленьких островочков. Не знаю, что именно значит для защиты и как он их защищает, непонятно. Но остров Святой Анны был построен в 70-х годах. И как мы слышали от одной местной жительницы, что эти острова, они в реальности насыпные, то есть они искусственные. Мы, оказывается, оставили телефон Кирилла и сейчас не можем запустить дрон полетать. Ну, я не знаю, получится сейчас или нет, но я говорю, не расстраивайся, мы еще доедем до другого острова и также полетаешь, и будут такие же красивые виды, как и отсюда. А вот так вот выглядит остров, на который нас привезли. Раунд. Наверное, просто называется так, потому что он выглядит как круг. Провели 1,5 часа на острове Раунд. Купаться нам, конечно, не удалось, потому что там слишком мелко. Акул мы не увидели маленьких, которых нам обещали. Но, тем не менее, было интересно позагорать, полюбоваться видами. Сейчас мы уже на лодке, плывем на барбекю. Кстати, у нас в нашу экскурсию включены напитки, поэтому можно немножко охладиться. Вот мы высадились на остров Сёрф для того, чтобы отведать местного барбекю. Также здесь есть еще одно развлечение. Это подъем к черепахам. То есть где-то располагается такой, небольшой аквариум, скажем так, локация с черепахами. Возможно, тоже туда сходим. But no worries, your host will keep you company. So around here, feel free afterwards with a rink where everybody can get a seat. We have some chairs there. Спросила, какую рыбу нам здесь жарят, сказали барракуда. Но помимо барракуда здесь есть еще курица. Привели небольшой вольер, где находятся 4 черепашки. Таких мы уже встречали на Занзибаре. Привет! Привет, малышка! Такой тебе массажик. Да, поднимайся, поднимайся. Держи скорее. Держи малышку. Ну не злись, поешь. Местные о них заботятся, кормят их каждое утро фруктами. Ну и туристы иногда вот так кормят их травой. Они такие грязные прямо здесь. Все, друзья, наконец-то мы доели барбекю. Кстати, оно было очень вкусное. И курочка, и рыбка, и салатик заправленный. Сейчас уже отправляемся обратно на остров Эден, оттуда, откуда мы приехали с вами. В целом экскурсия неплохая, но много ожиданий и мало купания. Вот такие вот нюансы. Вот, а так? Да, хотелось побольше все-таки покупаться, посмотреть еще рыбок. Я бы, конечно, к этой экскурсии добавила, может быть, еще посещение какого-нибудь острова. Но в целом было интересно, учитывая, что вообще на острове Майя не так много экскурсий. На этом у нас все. Но не забывайте смотреть следующие выпуски.
будет еще много интересного. Все, друзья, всем пока, всем удачи. Пока. Пока-пока.